Это печенье очень легко и быстро делать. На приготовление в общем и целом уходит не более получаса. А за это время вы, как маленькая фабрика, успеете сделать примерно 800 грамм вот такого ароматного, хрустящего сахарного печенья. Этот рецепт – адаптированная под современные реалии версия того печенья, что выпекалось на советских фабриках в конце 60-х годов. По текстуре печенье получается очень похожим на современное покупное, но по вкусу оно значительно отличается. Конечно же, в лучшую сторону, иначе какой смысл делать его дома? Дело прежде всего в ингредиентах. Итак, начинаем с того, что ставим духовку разогреваться до максимальной температуры. В одну миску с очень мягким сливочным маслом складываем сахарную пудру, любой инвертный сахар, у меня тут цветочный мед, ванильный сахар с натуральной ванилью и соль. Можно также взять ванильный экстракт или обычный ванильный сахар, но только не берите ванилин, он испортит вкус. Взбиваем все это минут 5-7 на средней скорости миксера, пока масло не побелеет. Снимаем налипшее на стенки масло и слегка перемешиваем. Нам нужно в итоге получить вот такую пышную белую массу. Добавляем к ней яичный меланж, это белок и желток в равном количестве. Быстро, около 10 секунд мешаем. Добавляем молоко и еще раз быстренько мешаем. Соду гасим яблочным уксусом, выливаем в масляную смесь, перемешиваем буквально 5 секунд и выключаем миксер. Лопаткой собираем смесь со стенок. Вот такая у нас получается масса. И переходим к мучной смеси. В муку добавляем кукурузный крахмал и разрыхлитель. Перемешиваем хорошенько. И просеиваем в нашу масляную смесь. Кстати, мука сейчас у всех разная, поэтому лучше брать не сразу все 400 грамм муки, а грамм 300-360. Лучше потом подсыпать, зато тесто не забьется. Перемешиваем. Можно, конечно, и сразу руками, но мне удобнее сначала лопаткой и только потом руками. Если есть планетарный миксер, мешайте насадкой весло. В любом случае мешать долго не надо. Как только все ингредиенты объединились в тесто, прекращаем мешать и смотрим консистенцию. Смотрите, у меня сейчас тесто очень мягкое и липкое, значит муки мало. Подсыпаем чуть-чуть, опять мешаем, пока не получим однородное тесто. И опять смотрим. Таким образом, понемногу подсыпаем муку до тех пор, пока не получим вот такое мягкое, но вместе с тем плотное и не липнущее к рукам тесто. Муки может уйти и чуть больше, чем 400 грамм, иногда и 450 уходит. Готовое тесто делим на 2-3 части и приступаем к раскатке одной из частей. Удобнее всего это делать на пергаменте для выпечки. И стол не пачкается, и лишней мукой присыпать тесто не надо. Для декора я использую фигурную скалку. Ну, можно взять и трафареты, или фигурные вырубки для печенья. Раскатанное таким образом тесто нарезаем с помощью вырубки. Или просто режем ножом на квадраты. Толщину теста регулируйте по своему усмотрению. Главное, чтобы была не меньше 2-3 мм и не больше 7 мм. У меня здесь толщина примерно 4-5 мм. Оставшееся тесто собираем в комок и заново раскатываем. Выкладываем на противень, застеленный бумагой или ковриком для выпечки. Обязательно оставляем между печеньями расстояние, хотя бы 1-1,5 см. Во время выпечки они увеличатся в размере, ну и им нужен воздух, чтобы хорошо и равномерно пропечься. Отправляем печенье в духовку на максимальную температуру максимум на 7 минут. Мои пеклись чуть больше 5 минут. Чем тоньше печенье, тем меньше времени им надо. Как только пожелтели, вынимаем. Готовые печенья сначала очень мягкие и готовыми не кажутся, поэтому перекладывать их на решетку надо очень аккуратно, чтобы не сломались. Буквально через 5-7 минут они остынут и затвердеют. Готовые печенья спокойно хранятся при комнатной температуре около недели, ну, конечно, в закрытом контейнере. Список ингредиентов, как всегда, в описании под видео, а текстовая версия рецепта со всеми нюансами приготовления
у нас на сайте. Вкусного вам печенья, приятного аппетита и до встречи на канале!